Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Всем привет! Вы на канале Польза Стрим, и меня зовут Саня, и здесь только самые лютые прожарки устройств, которые мы с вами совершаем в онлайне, говорим все прямо максимально. То есть, допустим, я могу честно сказать, что вот это вот мракобесие, я не знаю, сколько должно стоить, мы с вами это дело решим. Помимо этого, напоминаю, что основной канал Польза.нет, у меня всякие штуки, приколюхи, как вы видите, еще есть для обзоров, и их еще много. Я говорю про смартфоны и не только, и часы, и всего чего. Меня зовут Саня, основной канал у нас Польза. Нет. По ссылке в описании, если хотите помочь каналу, есть телеграм-канал скидок. Просто подписывайтесь, 19 числа будет распродажа на Алишке, и будете за этим делом следить. Я буду вам безумно благодарен. Знайте, что этим вы очень сильно поможете проекту. Напоминаю, что основное это после того, как я год там полгода обычно покупаю эти устройства, потом продаю, обозреваю, я делаю топы. Недавно был топ флагманов. Помимо этого, я, разумеется, сделаю сейчас топ смартфонов до 20 тысяч рублей. Надеюсь, что кому-то будет интересно, хотя там будут смартфоны и по 23, но опять же все зависит от сейла, возможно они будут дешевле. Напоминаю, что контент с основного канала дублируется на канале Польза.нет ВК и в Дзене Польза Official. То есть, если кому-то хочется смотреть там, можете смотреть там, никаких проблем нету ни для вас, я думаю, ни для меня. Здесь мы в основном собираемся, чтобы в первую очередь пообщаться, расскажу вам последние новости интернета, во всяком случае, что касается YouTube, потому что это животрепещущая тема. Вот, пообщаемся по поводу железяки, пообщаемся по поводу того, что ждать на распродаже. И, разумеется, Universal привет, всем огромное спасибо, что пришли. Проведем сейчас перекличку за 15 секунд. И единственное, я всегда, да, опаздываю обычно. Но сейчас у меня произошла беда, что я с объективами запутался. У меня 4 камеры, делал обзор на Соньку, как вы помните, вот на эту Mark 6. И пока делал обзор, решил что-то похимичить с оптикой, и в итоге оптику всю поперепутал. Но это моя проблема, а стримы это такая вещь, на которой мы просто в первую очередь встречаемся. Для чего? Правильно, для того, чтобы пообщаться. Пишем, у кого какие вопросы. Я сейчас 5 секунд включу музыку, хоть какую-то, и кратко расскажу про это устройство. Устройство однозначно ничего интереса, наверное, никому не представляет, кроме рекламщиков. То есть я его купил, я понятия не имею, как я его буду продавать. Это все будет ужасно, ужасно печально, драматично и, скорее всего, за 50% стоимости, потому что стоит это дело нереальный космос, и я абсолютно не вижу смысла в приобретении данного устройства, с одной стороны. С другой стороны, у OnePlus есть такая магия, как и у Норда. Помните, Nord 3 был, он дропнулся в цене очень сильно и стал классным. SE-шка была 30-я, и она дропнулась в цене и тоже стала очень классной. И вполне возможно, что этот смартфон также дропнется в цене и будет очень даже выгодный для приобретения. Но это произойдет не завтра, возможно, это произойдет во время распродажи как раз этой. Хотя мне кажется, что это маловероятно, и нужно будет еще одного сейла подождать, для того, чтобы четко обрадоваться ценникам. Так, придется мне все-таки на смартфоне это дело включать, но это не критично про музыку. Хоть какой-то фон должен быть. И пишите пока вопросы. Я сейчас расскажу вам как раз про YouTube. Первое. По стати. Пока она у меня не просела вообще никак. Монетизация выросла, повторяюсь, на 250%. Все, что касается блокировки. Вроде бы 12 числа, и правильно, будет блокировка AdSense российского. Что это значит? Они не смогут нам переводить деньги. Но большинство блогеров, в том числе я, в принципе, не выводил с AdSense ничего. Ну, во-первых, он не мой. AdSense это фактически владелец. Владелец тоже это дело не трогал. Он, в принципе, был не российский, но все равно выводить ничего не выводили. Но тем, у кого есть YouTube-каналы, напоминаю, что никаких моральных проблем у вас нету. AdSense не отрубят, просто не будет выплаты.
у вас есть, получается, 60 дней, чтобы успеть вывести деньги, а потом вы можете устроить себе AdSense в любой стране мира и подключить к каналу. Если у вас на канале нет страйков, нет никаких проблем, у вас также будет капать монетизация Ctrl-C, Ctrl-V, как и до этого. Никакой драмы от этого нету. Дальше, вот смотрите, все, три прогона в этом Вантуту. Давайте чехол сниму, чтобы не говорили, что ему жарко. Второй момент по поводу драмы с ВК. Почему ВК это ни о чемная платформа? Первое, у нее статистика вот недавно, опять же, это они сами говорят, вышло у них 5 миллионов часов в день просмотров. Мое наблюдение, я сейчас начал туда выгружать, год не выгружал ролики, отключил комментарии, потому что там пишут, конечно, лютейшую дичь, и только политическую. Ну, еще оскорбление личное, 99%. Вот я обожаю модерацию ВК. Это не нытье, у них 5 миллионов просмотров. Как у меня много часов просмотров? 250 тысяч часов. То есть вы понимаете, мой уровень 250 тысяч часов. И ВК всего в 20 раз больше. Да, в день. Но это опять же их данные, и они ничем не подтверждаются. Сейчас объясню почему, кому интересно, а я думаю, многим интересно. Если вы откроете, допустим, а что дальше? Вот вспомнил я эту все-таки передачу, не реклама, либо что-то подобное. Вы увидите на YouTube, в ВК 126 миллионов просмотров. На YouTube у того же контента было максимум 16 миллионов, 12 миллионов просмотров. И что это значит? Что ВК, не имея большей аудитории, дает 10 раз больше просмотров? Нет. То, что вы видите в ВК в ролике, это не просмотры, это показы. Очень хорошо сейчас прорекламирую Вилсакома. Вы идете на канал Вилсакома и видите 130 тысяч просмотров, но каких-то там 15 комментариев и 100 лайков. Примерно то же самое у меня у 2500. Ну, то есть у него 130 тысяч просмотров, у меня 2500. А количество лайков и комментариев одинаково. Уже комментарии у меня отключены, уже только лайки. Хотя правильно, да, в ВК люди редко лайки ставят, но на 130 тысяч 14 лайков невозможно. И нет, это у него не накрученные просмотры, это просто показы. Потому что ему, как и мне, как и многим другим блогерам, предлагали за эксклюзив, ему, скорее всего, даже без эксклюзива, вот эти вот показы. Это не просмотры. И качество роликов, когда я выгружаю, допустим, примеры видео, то есть там видео сравнение идет, обратите внимание, те, кто пользуется YouTube, все еще имеют возможность, до какой степени шакальное качество у ВК, если вы открываете на телеке. То есть они не вытягивают вообще, они, скорее всего, режут ролик в раз 20, и вы вот смотрите, даже если это 4К, по факту это максимум там 1080p в лучшем случае. И это они убивают уже. И битрейт у них падает. Ну, то есть качество видео, когда я выгружаю в YouTube и в ВК, это небо и земля. В принципе, я все вам рассказал, вам как пользователям, почему это важно. Потому что вы смотрите сравнение обзоров смартфонов, допустим, примеры съемки. Вот ВК это абсолютно нерепрезентативная выборка. То есть, что я туда выгрузил, что не выгрузил, это все равно, что положить вот кинопленку, облить ее бензином, поджечь, а потом вам показывать. Вот примерно то же самое это в ВК. Вот и все. Но это ликбез, опять же, для моей аудитории. Второй момент, когда я шучу, а я не шучу, что мой ребенок в 10 лет справился с тем, чтобы смотреть YouTube, это факт. Так как мне 40, я еще помню тех типов, которые паяли радиоточки и радиоприемники для того, чтобы получать радио. Сейчас намного проще все. Вы купили или сами настроили себе 3 буквы, или не 3 буквы, а еще много всего, и считайте, что это тест на IQ. И не обязательно доступ именно к YouTube, а к чему угодно, что не запрещено. То есть, что не запрещено, то разрешено. А доступ к информации, он всегда будет полезен. Рано или поздно понадобится узнать, как класть плитку, а не как петь гимн, допустим. Гимн мы и так все знаем. Вот я знаю гимн, вы тоже, я думаю. Свои гимны, каждый. Вот, Руслан, Света, особо приятно вас видеть. Постоянные у нас приходят. Надежда, вас тоже. Нет, Эджи, Александр Мельников, Руслан, Степан. Сейчас я потихонечку буду вам на все отвечать. Рамзес, Universal. Огромное спасибо. Universal приехал с дачи. Да? Борис, Максим. Пам-пам.
Я не знаю, как на стримах кого-то разблокировать. Можете написать мне в ВК, я не против. Ой, не в ВК, а в телегу. В ВК не пишите мне. Я там никого не добавляю, потому что я сейчас вам объясню насчет ВК. Мало того, что личное оскорбление, пожелание смерти, разумеется, пожелание банкротства, оскорбления, ну, те оскорбления, которые на Ютьюбе тебе даже не блокируют, они удаляют эти комментарии. В ВК такое ощущение, что они просто набирают этих ботов и такие, давайте-ка вот токсика еще больше натоксичим. И мое дело как контент-мейкера вас предупредить, если вы будете вдруг делать на наших родных платформах какой-то контент, и вы привыкли где-то его выкладывать, поверьте мне, вы очумеете. От вот этого всего вы очумеете. Скачал Рутуб, там только ТВ-программы. Да, Никита, так и будет. И основная страница так и будет. Рекомендации там не работают. То есть это просто вы еще увидите, какая там будет, сколько там будет рекламы. То есть это будет ОРТ, вы из ролика будете смотреть 20 минут ролика, 40 минут рекламу. Потому что ограничений никаких нет. Но это будет чуть позже, когда они полностью блокнут, по их мнению, YouTube. Вот. Но это будет завтра. Нам это не особо важно. Мы с вами общаемся и знаем, что такое телеграм-канал, знаем, что такое 3 буквы, и это не мат. И не только 3 буквы. Я говорю, столько всего придумано, и за счет как раз того, что сейчас есть время это, хотя, в принципе, большинство людей, которые уже на стриме, точно умеют пользоваться интернетом. У вас есть возможность развязать себе руки, потому что завтра их могут завязать так, что уже не развяжешь. Да, кому не жалко, поставьте лайк, пожалуйста. Абсолютно бесполезное действие, особенно для стримов. Но мне приятно, а вам не сложно, правильно? Даша, привет. Александр Орлов, привет. Мистер. Neo 9s Pro, с Neo 9 таких проблем не было, понятно. Надежда, мы не вспоминаем эти 3 буквы, мы и так прекрасно знаем, что это такое. Но вопрос не со мной, говорю, вопрос просто-напросто в том, что ты тратишь какую-то копейку и не паришься потом целый год. У меня эти 3 буквы уже 6 лет. И, ну, просто я летаю еще, и там летаю, где очень часто приходится его подрубать, и, к сожалению, бесплатно не всегда работает, и как кто-то даже, ну, советую свои серваки поднимать, потому что, опять же, я же не призываю смотреть какой-то... Самое интересное, нелегальный контент, достать его вообще в ВК в 10 тысяч раз проще. А вот что-то полезное, оно как бы, ну, опять же, все дело в деньгах. Потому что прикиньте, сколько рекламы сейчас запихают в ВК, Рутюб и в Дзен. То есть они просто сделают такие деньги на этом. И все. Так вы смотрели 2 года без рекламы это дело, вот то, что сейчас смотрите. А так, как-то такой рынок мимо проходит. Непорядок. Слава, привет. Огромное спасибо, что дошел. Ильдар, Мистер Л, Вадим, Александр. Напоминаю, что сейл начнется 19-го. Вот. Из интересного ничего суперского нет. Я очень надеюсь, что курс доллара стабилизируется. Кстати, я сейчас проверю в обменнике в своем любимом курсе, потому что я когда с утра проснулся, я, конечно, очумел. Ой, как неприятно. Но лучше, чем с утра. 93. Был 95 с утра. Вот. На продажу. Qbot 5 Max однозначно для игр покупать не стоит. Я надеюсь, Антон ответил на ваш вопрос. Надежда не только с ними, не только с нами. Поверьте мне, 3 буквы используют везде. Хотя в России они особо актуальны. Вот. Но я говорю, повторяюсь, вы сравните уровень. Собрать электроприемник, и еще тебя могут за него посадить. А здесь как бы сделать 2 клика. Ну ладно, окей, в поиске вбить или у друзей спросить, что работает. И не париться. Ну, тем более, за это тебя никто не поругает. Вот. Да, курс, если до 19 числа доживет, то хорошо. Но, опять же, у него есть причины проседалого. Давайте будем объективны. Вопрос стабильности. Сейчас, если все стабилизируется, то курс стабилизируется тоже. Если все не стабилизируется, курс не стабилизируется также. Слава, пожалуйста, хотя я не помню, когда я вас разблокировал, так же, как и не помню, когда заблокировал. Но в личной телеге, кстати, я многих разблочил.
Точнее, не многих, а всех разблочил. Так, 5 секунд. Хочу понять, как мне поставить камеру так, чтобы всем было удобно. Мне не надо было постоянно... мне наоборот надо. Ага. 5 секунд. Стример на старости лет, да? Вот, из интересного, повторяюсь, топ на 20 тысяч рублей уже готов. Уже готов. Наверное, выгружу его через пару дней. Там будет так же, как и с флагманским топом, объяснение, почему я куда что запихал. Я думал, что флагманский был удобен. И когда у меня, допустим, спрашивали, почему там нет Xiaomi 14 Ultra, я об этом тоже говорил, что я на нем потерял больше 30 тысяч, еле продал. И таких историй очень много. Sony то же самое сейчас придется потерять, тридцатник. То есть я его купил за 100, продам за 70. И то, если продам. Распродажа на Али распространяется на смарт IQ? Нет. Чаще всего нет. Но опять же, со смартами IQ держите руку на пульсе. Понимаете, вас сейчас... Вот это самое интересное. Я там год назад сделал на IQ Neo 9 обзор. И сейчас его... Ну, понятно, что с него маржа самая лютая сейчас. Потому что раньше маржи было 0. А теперь IQ надо 9 как-то продать, потому что скоро 10 выйдет. Не ведитесь, потерпите вы с 10. Не покупайте вы Pro плюс, Pro... Вот выдохните и подождите IQ Neo 10. Он не будет хуже 9. А 9 давно уже в лету канул, объективно. Дима, ты пришел пиарить Wildberries? Дима Вайпер, особо и тебя приятно видеть. Я сегодня видел тебя на стриме у типа, который объяснял, каким образом выводить деньги с YouTube. Дима, просто в Челябинвестбанке открой счет по биометрии и все. И выведи, если это был ты. Но аккаунт был твой. Поздоровайтесь с миллионным каналом. Приятно тебя видеть. Вот. Повторяюсь, что айкушки я не советую пока брать. Насчет Wildberries, слышишь, Дима, там такие проблемы с возвратом и с спорами вместе с... Ладно, я не буду говорить, у тебя другой опыт, в общем. И у тебя, как у миллионного блогера, вряд ли эти проблемы есть. Но на ВБ для памперсов норм, для там браслетов норм, смотря для каких, опять же. Но возвраты, возможность получить не то, в интернете ох, как много всего. Да, смотрите, сколько умеет людей пользоваться 3 буквами. Второй прогон без каких-то проблем. Еще раз, Дима, тебе, чтобы вывести деньги, нужно сейчас просто счет в Челябинвестбанке. А потом, если ты хочешь открыть себе счет за рубежом, ты просто открываешь счет в Казахстане том же. С твоей монетизацией тебе вообще никто не нужен. Съездил сам, сделал, открыл счет. Тем более, ты можешь его открыть в Казахстане, а потом уже, когда у тебя накапает за год, допустим, приехать туда, открыть валютный счет и вывести там. Понимаешь, в чем смысл? Но, опять же, это тебе смотреть. У тебя 2 миллионных канала, я бы никому процент с этого не отдавал. Вообще никогда. Дима, да, вот Дима Губер правильно пишет. ВБ это такое место, с которым нужно быть очень аккуратным. С возвратами у них эгигей какие проблемы. С страховкой гарантии эгигей. Если брать по иерархии, вот ВБ это здесь, дальше идет Озон. Озон Глобал я тоже не особо доверяю. Там тоже с возвратами и остальными плюшками эгигей проблем. SDEC Shopping это чистой воды по мне, так же как и... Ну, нет, SDEC Shopping это отдельный лохотрон. То есть, сколько я им не пользовался, даже у как просто этот, не буду говорить кто, его кинули на камеру, ну, 600 тысяч SDEC Shopping. Но уже интернет их стер в каналы, и уже неизвестно, про это не слышно. А Z9 тоже не рекомендуешь. Z9, в принципе, вот бюджетки. Z9 свежак, Z9X рекомендую. Но просто вот IQ Neo 9, повторяюсь, посмотрите мой канал, ему год. То есть это минус год поддержки. Да, Snapdragon 8 Gen 2, все дела, очень круто. Вот. Так что Диму доконсультирую. Короче, если у вас есть YouTube канал, заморочьтесь и сами сделайте себе AdSense за границей. А потом уже откройте там счет, уж как-нибудь доедете. Вот.
Ты просто, Дима, чтобы ты понимал, вот когда он тебе про разводилово рассказывал, очень много разводилово. Если вы AdSense оформите на кого-то, вас могут очень сильно кинуть. Еще может быть проблема и с каналом потом. Так что вместо вот этой вот синицы в руках лучше с журавлем побегать. Я не смотрю никогда презы. Я иногда их делаю вместе с вами на основном канале на какие-нибудь там Poco, Xiaomi похейтить. А пиксели чего хейтить? Они опять на тензоре выпустили. Если на тензоре чего? Я их куплю, но это мракобесие. Так же, как, допустим, если посмотрите мои топы, у меня же ничего нет на тензоре и на Exynos. Ну, и есть один Huawei постебаться, потому что это шлак просто на андроиде 12. Но, опять же, очуменный плюс, почему в десятке флагманов, потому что их раздают в Китае. То есть мне типы писали, их реально раздают в Китае. Но это реально минимум одно место. Если ты получил... У меня же Китай смотрит техно, и здесь, кстати, тайцы тоже. И в Японии даже один. Я говорю, это кажется, что техноблогеров российских никто не смотрит. А планшеты всегда надо выбирать либо ты покупаешь Android, непонятно зачем. А, кстати, я забыл уже про этот планшет, прикиньте. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Вот. Либо ты покупаешь iPad и не знаешь беды никакой. Впаривают, конечно, всем андроиды. Обзор по камерам. По каким, Надежда Морозова? По Sony FX3, FX30 и Z10VE. Я не знаю. Слишком много всего. Вадим, давайте мы закончим это. Вот меня не вспоминают про платформы. Можно про Яму вспоминать и про Али. То, что я чуть-чуть повякал, мы на этом деле закончим. Дима Вайпер, не нужны никакие доки. Вот попробуй, зайди сейчас, создай Google аккаунт и создай AdSense. Вот просто открой Google аккаунт. Я сейчас... Вспомни, как ты создавал AdSense. Вспомни, пожалуйста. Попробуй сейчас создай AdSense вообще левый. Просто левый. Без доков, без всего. iQOO Neo 10 Plus в ноябре должен выйти. Я не знаю, ты, мне кажется, просто забыл, как он делал. Может быть, в ноябре. Человечек 2045. В общем, мой совет по Neo, потерпите. Если вам прям так горит, то потерпите 10-й, подождите. Они обычно разница в стоимости, как у Neo 8 и Neo 9 была минимальная. Смотрите-ка, заблокирован-то Ютьюбом 114 человек в онлайне на телефон, который вообще никому не нужен. Про который я с самого начала сказал, что он не нужен. Еще и Диман до нас дошел. Диман, не грусти, у тебя просмотры не падают и никогда не упадут. И AdSense переподключишь, еще в итоге больше получать будешь. Ты легенда. Это без сарказма, кстати. У нас легенда на стриме. Саша, а что ты рекомендуешь купить на распродаже на Али? Телегу скидок подписывайтесь, там увидите, что я рекомендую. Из новинок там будет Mi Band 9, глобалка. Что там еще? А по большому счету больше ничего не будет. Еще раз, Дима Вайпер. Ты создаешь AdSense не в России. Вот сейчас прям создаешь Google аккаунт, на него AdSense, указываешь страну не Россию, и потом привязываешь свой адрес, свой канал к нему, после того, как его одобрят. Можешь, да, на какого-нибудь знакомого из Казахстана, еще где-то. И потом это все будет капать тебе на вот этот аккаунт новый. Все. Чего ты паришься? А те деньги, что сейчас там, через Челябинвестбанк выведи все. О, еще Илюха, 2 миллионника сегодня на стриме. Вот у кого 3 буквы работают. Я шучу, у вас без VPN все? Power, сидим, чтобы пообщаться. Сквозикс, мы никого не ждем. Кто пришел, тот пришел. Всем рады. Как бы повод пообщаться, почему бы нет. Дима, как будто ты не знаешь. Мне кажется, мемов с тобой больше, чем даже с этим, с Моргенштерном. Во всяком случае, в техно-среде это точно.
По-моему, первый раз у нас 2 миллионника одновременно. Илюха, я сижу ною по поводу AdSense, что теперь надо перепривязывать. Хотя народ, мне кажется, даже не понимает. Короче, ютуберы работают. У нас есть YouTube, есть кошелек от YouTube. Российский кошелек теперь работать не будет. YouTube нам по рассылку сделал, делайте кошельки в других странах. И перепривязывайте YouTube для того, чтобы получать деньги туда. Все, вот вся история пока. Во, у Илюхи все без работает. Зашибись. А, Надежда, да, я его уже пилю, я понял. Вот там будет хейт. Я, короче, сделаю обзор топ-10 смартфонов по видеосъемке. И он вам не понравится. Он мне даже не понравится. Потому что там я забью на процессоры, но чтобы понять, как я выберу, вы можете посмотреть Польза Лайв. И там же обзоров одним кадром море. С одним лицом в одних условиях. И когда вы будете слышать мой топ, вы понимаете, что у меня, ну, ноги растут вот как раз из этих тестов. Максим, Сане очень понравился формат в Японии. Долгой съемки на телефоны, так заметнее потеря кадров. Я не согласен. Потому что в Японии было по 15-20 секунд съемка, а в Тае была съемка по 15 нон-стопом. И там как раз frames per second вылетает. Нет, переоформить имеющийся на иностранный адрес, по-моему, нельзя. Об этом все говорят. Может, это врут, как вариант. У меня на телефоне YouTube работает в Теле2. На компе Ростелеком, ясно дело, одна компания. EG, у меня есть только 3 буквы для тебя. Как у Дельфина, у меня есть только 3 слова для этого. Ну, надеюсь, что ты такой юный, что не знаешь. Это не к тебе относится, если что Дельфин говорил. К тому, что ручками все можно сделать. Вообще никаких проблем с этим нет. Здесь вопрос желания. И опять же, говорю, может оно, как многие правильно пишут, может этот интернет и не нужен. В принципе, чего? Мнения еще какие-то по поводу железа узнавать. Чертенок. Чертенок, повторяюсь, озаботьтесь тем, чтобы настроить везде. Мой вам совет. Потому что потом отвалится и через симку. Они же сказали, с 12 числа они обрубят полностью. Артем, ну увидим 12-го. То есть пока я говорю, вот допустим, я не знаю, как и у Илюхи, наверное, и у Вайпера, у Димы тоже стата не упала. У меня на основном канале стата как была, так и осталась. Не дернулась ни туда, ни туда. Скорее даже выросла, потому что уже дело к середине августа, а в середине августа обычно народ начинает технику смотреть. Вот. Ты ездил на АвтоВАЗе, Дима, у меня нету прав. У меня права только на байк. У меня есть байк PCX 160 и X-Max на 300 кубиков. Все. Матроскин жив, да, Андрюха, правильно. В этом смысле я с тобой абсолютно согласен. Лучше готовиться заранее. Готовь лыжи летом. Потому что тебе уже сказали, что они тебе понадобятся. Если бы еще, знаете, была надежда на то, что это не понадобится. Но это понадобится. При том, что даже для каких-то тривиальных вещей, как я понимаю. Потому что, скорее всего, грохнется не только YouTube. Ну, мне так кажется. Может быть, я не прав. Может быть, я не прав. Но пока у меня у знакомых просто в многих компаниях много чего уже грохнулось. Народ, который, ты говорил, радиостанция своя паяли и прочее, сможет настроить все, что нужно, если не дурак. Но опять же, у нас определенная аудитория. У Илюхи, у Димы. У меня у отца 4 Дим была, так что ездил. И на Волге ездил он, а я рядом. Вот, и с 3 буквами ютуберы начнут получать деньги плюс выгода. Артем, я вам повторяю, допустим, я, как очень многие блогеры, много лет не выводил уже монетизацию. Вот. Сейчас этот разговор больше о том, что вот я как блогер, опять же, максимально откровенен. Я не знаю, что произойдет, если я отключу второй прогон, такие же данные у него, ничего он не поменял.
также съел 3%, очень энергоэффективный и очень слабый процессор. Но как только ты отключаешь монетизацию, во-первых, YouTube будет продолжать свою рекламу кидать, а во-вторых, мне кажется, что он перестанет тебя рекомендовать. И вот это моя головная боль. То есть меня больше, как бы другого любого блогера, беспокоит не монетизация, которую я не вывожу, а ее наличие для того, чтобы YouTube рекомендовал ролики. По поводу просмотров я уже говорил, вот Илюха пропустил, наверное, и Дима. ВК показывает вам просмотры, не просмотры, а показы обложки ролика. Он не показывает вам наши просмотры. То есть, проще говоря, у меня на канале сейчас в среднем там 65 тысяч просмотров в день, а в ВК в лучшем случае 500. Ну и суммарно, ладно, там 1000. Потому что из того, что он показывает там 20 тысяч просмотров, это не просмотры, это показы. И ну, с этой точки зрения российские платформы для любого ютубера, они просто мертвые. Нулевые вообще. Хотя, опять же, они могут быть какие-то другие. Алекс, это деньги, понимаете, что на ютубе нет рекламы, они на этом не зарабатывают. Они блокнут YouTube, вы пойдете в ВК и будете сидеть и смотреть вот так вот рекламу сутками. И все. Андрей, я рад, если вам это дело помогает, потому что мне это дело помогает очень сильно для анализа потом, уже после ролика, как может снимать смартфон. Мне очень удобно обзор одним кадром делать. Рутуб, Дзен, ВК-видео, платформа, что самое перспективное, как думаешь? Дима, все дно. Почему? Потому что, еще раз повторяю, посмотри платформы, сколько они дают просмотров. Даже YouTube, если полностью заблокируется, даже если у тебя останется 30% от YouTube, то есть вот Россию всю выпилят, у тебя останется 30%, это будет минимум в раз 80 больше, чем тебе даст Дзен, ВК и Рутуб, потому что они уже не смотрибельные. Вот, допустим, повторяюсь, вот для блогеров и для зрителей, что ты выгружаешь туда ролик, обрати внимание его качество, выгружаешь на YouTube и выгружаешь в ВК. ВК просто шлак, открой его на телеке. Просто вот лютейший шлак, несмотрибельный. А будет только хуже, разумеется, потому что они все больше и больше сжимают, чтобы им меньше места тратилось. И все. Однозначно, понимаешь, Дзен и ВК-видео это одна контора, во-первых, чтобы ты понимал, это все Газпром Медиа. Платформа это вообще дичь лютая, на нее просто деньги списывают. Рутуб это политическая, это ОРТ или Соловьев Лайф, вот same. Я не смотрю ни то, ни другое, могу еще какие-то каналы назвать для... Ай как просто, Лебедев, вот это их платформа, это вот 4 канала, это их платформа, ОРТ и компания. Если ты видишь что-то другое в рекомендациях, круто, потому что я другого не вижу. Степан, вот смотрите, у меня было, я прямым текстом говорю по поводу моей аудитории. И я им прямым текстом их называю умными, они не дурачки. Вот было у меня 100% просмотров. Из них было 66% России. Теперь осталось 27% России. То есть 73% не Россия показывает YouTube. При том, что просмотры выросли. Барабанная дробь. Значит, что люди делают? Кроме этих 23%, которые ждут, что блокнут YouTube, они ищут альтернативные способы захода. И я их не поддерживаю, но если они не незаконные, почему бы не использовать их? Вот. Они везде. Евдокимов, я не собираюсь палить. В общем, смысл в том, что это, все каналы российские, что я вижу, это на данный момент чистой воды политическая платформа. Везде. Вот все. Политика. Про технику я там не видел никого в топе. Даже с накрученными вилсакомовскими просмотрами я его не видел в топе ни разу. Роман, мы не вспоминаем запрещенную сетку. И эта сетка, я вам сейчас расскажу тоже алгоритм. У нас 139 человек. У меня было несколько миллионных знакомых. У одной девчонки было вообще 11 миллионов подписчиков. И она рассказывала алгоритм, как работал Инстаграм. Чтобы вы понимали, Илюха, допустим, вот сейчас Илюха, если еще Дима не ушел, напиши. Это все альтруисты в каком-то смысле. То есть техноблогеры, те, кто живы до сих пор, чаще всего им чихать на рекламу. То есть мы не тратим на рекламу. Инстаграм – это место, в которое ты приносил 8 миллионов в рекламу через, понятно, в общем, запрещенную сетку ты
платил 8 миллионов, чтобы вывести потом 9 миллионов. То есть у них чистой воды маркетинг был. Вот эта вот плохая сетка, она не рекламировала контент, никто там не выстреливал. Все лили оттуда аудиторию либо с YouTube, либо с ТикТока, и либо тратили на рекламу. Вот как работал Инстаграм у всех моих знакомых свыше 10 миллионов подписчиков. И сейчас они все на дне, потому что все было пустышкой. У них были телеграммы по 200 тысяч подписчиков, сейчас уже 60 тысяч. Сразу же как заблочилось, понимаете? Потому что это все было бесполезное, раскрученное, распиаренное, обезличенное. Нечто на рекламе. Надежда, спасибо. Не смогу. Вы мне сначала скажите, какой бюджет хотя бы. Мы с Димой тут. Илюха, приятно. Последний из магикан. Так что, что бы ни происходило с Ютубом, я уверен, что там будет Илюха, Дима Вайпер, я уверен, что там буду я уверен, что там будет iShoppers, и я уверен, что там будет Фил в той или иной форме. То есть, понятно, там есть еще обезличенные каналы, которые по мне меняют владельца. Это Ромашка, у него там один голос был, потом другой. Может, я не прав, может, у него прям голос так поломался. Из еще каких каналов? Есть китайские каналы, есть израильские каналы русскоязычные. Аудитория от этого не потеряет ничего. Скорее даже приобретет то, что каналы, которые базировались на чистой воды рекламе, если она будет отрублена, рекламы не будет на YouTube вообще. Ни нативной, ни обычной. Но обычной у тебя, к сожалению, будет, потому что ты будешь заходить через 3 буквы. Опять же, если ты не купишь YouTube премиум. Вот. А такой у тебя реклама, ну, то есть ты будешь почти на 99,9 в периоде уверен, что никто никому там, как DxO Марку, дипломат под столом не подкидывает, потому что это запрещено по закону будет подкидывать ему дипломаты, никто не будет реально рисковать с этим делом. Вот. Я не знаю, кто такой Дмитрий, Павел, я боюсь, поэтому я удалю. Вот, так что, Надежда, вы сначала напишите, сколько у вас денег, а потом мы уже решим, что вам надо и для чего вам камера. Видео, фото. Мы не вспоминаем, Дима, блогеров до 1 миллиона подписчиков. Я понимаю, что детская аудитория, скорее всего, вам лет 16, мемы, вся остальная штука. К сожалению, у меня другой контент. И YouTube похорошеет без рекламы. Уже похорошел, Илюха, уже раз похорошел. Вы посмотрите, как за 2 года меньше стало вот этого вот впарилова. Сергей Фельд, вам везет, но 12-го, скорее всего, они отрубят все, и лучше позаботиться досрочно о том, чтобы иметь возможность, если вы вдруг когда-то захотите вместо Рутюба, ВК и всего остального посмотреть YouTube, запланировать, как это сделать. 70 тысяч по камере, если возможно. 15 Pro iPhone. Samsung S24. Десятку докидывайте S24 Ultra, но я бы не взял ее для камеры. Я бы взял пиксель дешевле, но вы девочка, и вам он не нужен. Если для социальных сетей, только любой iPhone. Вот лучше 15 Pro, но 80-ник. Но зато это вы перекроете все потребности на 3 года вперед. Power Brewer, хорошо, спасибо. Вы проинформировали, бесценная информация. Про запас программка стоит, конечно, давно. Сергей, ну это самое важное. Потому что завтра понадобится узнать, как плитку класть. Я, короче, в Type, Пхукет или Паттайя. Что круче, дешевле Type, Таиланд, Паттайя. Дешевле. Вот. Пхукет дорого, небезопасно с точки зрения движения и скучно. Я вообще на острове себя плохо чувствую. Я не люблю острова, хотя в Японию летал. Вот. Нет понятия круче, Дима. Каждому свое. Ну, на Пхукете все мажорные, как будто ты поехал в Москву на Патрике. Вот примерно там. А Паттайя все простые. У тебя может чувак быть с котлами там за 4 миллиона, будет с тобой в баре где-нибудь там на брудершафт лупить. И вообще без вопросов, без проблем и понтов. А рядом будет ламбо припаркована. Здесь очень много ламборджини, кстати. Саня, Дмитрий, привет.
Вы ощущаете? Ощущаете, как блочит YouTube? Не нужно никому смартфон, а 150 человек в онлайне. Могем. Могем, я говорю, аудитория у техноблогинга не дебилы и не дурачки. Не знать 3 буквы, это в 21 веке просто... А они, говорю, очень спасибо, что обучили всех. Роман, я не смотрю презы. У меня нет для этого времени, у меня обзоры каждый день. Ежедневные обзоры. Каждый день. Так. А что вы думаете о презе пикселей? Там тензор опять или нет? Вот напишите мне, если тензор, то, в принципе, можно и закрыть этот вопрос. Один шесть в обычном использовании ТГ-звонки. Ничего не понял из интересного. Из интересного я ничего не понял, что вы сказали. У тебя штатив Ulanzi, зеркало их же фирмы. Короче, для обзора одним кадром штатив Ulanzi. Вот такой. Уже белый сломан. Я его, по-моему, выбросил. Купил черный. Зеркало тоже Ulanzi. Для съемки я вообще купил для тоже Ulanzi вот такая вот штука. Крепить смарт. Кстати, сможете кто-нибудь, кому просто вот охота. Вот такая вот штуковина. Вот она. Для камеры очень неудобная, очень неполезная, но вот такая штука с смартфоновской головкой. В общем, ничего он не сбрасывает. Почему он не сбрасывает? Потому что ему нечего сбрасывать. 480 тысяч, также 3%. Блочит, вчера смотрел одного левого. Александр, просто у вас, наверное, бесплатная вот это вот 3 буквы. Правда? Один раз заплатить за год. Один раз. И у вас не будет траблов. Но наш человек пытается всех нагреть. Но в итоге вы сломаетесь, либо будете опять же смотреть что-то с рекламой. И в итоге эта реклама съест больше вашего времени и нервов, чем покупка единоразовая. iPhone 15 Pro на Авито. Нет, Надежда. 15 не надо, 15 Pro. Хорошая основная камера, быстрая зарядка и без водопада. Я не 15 имел в виду. 15 за 70-ник вообще как очень легко. Я не знаю, какой Nord 4 будет ценник. О, Дима, тебя решили мучить, если ты еще не убежал. Что он умеет ее модерировать. У Димы Вайпера молодая аудитория. И уровень дичи там в комментариях будет просто космос. И если вы обратите внимание, количество его роликов в день там иногда 3-4. Он физически не может ничего редактировать. Хотя, опять же, может ему будет в кайф. Тензор, Дима, если тензор, то все плохо. Если тензор, все очень плохо. Так, жаль, что продали Vivo X100 Ultra. Его с обновлением до камеры... Ой, Варя, я куплю потом следующий Vivo. Это вот маркетинговая штука из разряда. А вот потом лучше стало, обязательно купите. Да. Только каждый раз, когда я что-то покупаю потом, вот S24 Ultra я купил. Еще раз. Что-то поменялось? Спойлер, нет. Нет, он просто стал дешевле на тридцатник. И отлично. Но сказать, что какой он стал крутой. Ну, Vivo надо как-то продавать, понимаете? Как-то надо продавать, потому что он абсолютно не популярен, у него нулевая ликвидность, и как-то надо впаривать аудитории за сотку его. Как, я говорю, я могу снять что угодно, чтобы вот это выиграло или долго и упорно убеждать. Если человека долго и упорно убеждать, он будет слушать, и он же сам хочет убедиться. И быть самым умным. Ну вот Vivo и Oppo никому не нужны, как я и говорил в топе. Вот никому. Вы его купите, поиграетесь, поймете, что он красит, у вас начнется ломка, и при прочих равных Samsung вы продадите, там, не знаю, даже, ну, Huawei, там, ладно, проблема.
Пиксель вы продадите, Поко вы продадите, а его вы не продадите. Вы будете вот так сидеть со сотку, со смартфоном, и такой, ну ладно, за 70, а когда вы начнете его продавать за сотка за 70, бэушный уже, вы поймете, что это еще и непросто. Вот что такое ликвидность. Ручным объективным соли? Нет. Но у меня есть объективы Sony. Как понять ручным? У меня есть еще и ручные, да. Так, подождите, я шин хотел померить. И я вообще не смотрел еще характеристики этого великолепного смартфона. Вы смотрели его характеристики кто-нибудь? Это нашка одниной. Я не помню, где у меня этот. Будет ли сравнение Nord 4 и Realme GT 6T? Зачем? Вы понимаете, что Nord 4 это BBK и Realme GT 6T это тоже BBK? Я стараюсь разные концерны сравнивать. Android с основной камерой это за 80-ник Авито S24 Ultra. Очень крутая тема будет у вас. Только сначала сходите в магазин и потрогайте его ручками. Айфоны, Дима. Я тебе могу фотки с всех бэушных. Смотри, какими, Дима, Вайпер. Китайцы, японцы, тайцы, Эмираты, Вьетнам. Везде одни айфоны. То есть одни айфоны. Ну, 90%. У китайцев иногда еще бывают дешевые Oppo. Видел я Oppo дешевые, дешевые Huawei древние видел. И у одного японца за неделю я видел старый Sony смартфон. Все. Павел, нет, не сильно, но он ловит связь ужасно. Объективы без автофокуса. Дима, да, у меня есть объективы без автофокуса. Но зачем? Я не видеограф. Я снимаю все обзоры на смартфон. На iPhone 15 Pro Max и на iPhone 15 Pro. Так, пока я там болтаю, надо, наверное, чуть протестировать его. Правильно? Мы же не просто так пришли. Дима, а у тебя есть загранпаспорт? Приезжай, я тебе надам смартфонов, будешь играться с ними. Жонглировать. Надаю смартов. Дам тебе байк, кстати. У меня же 2 байка. Я уже предлагал некоторым блогерам, что приезжайте, я дам вам байк, будете катать, все покажу, все расскажу. Только без жены, без девушек приезжайте. Им здесь не понравится. Так, 6,3 шим и 835 люксов, нормальная яркость, кстати. Как понять, он по камере отдыхает? Где он? У кого он отдыхает, Надежда? Относительно чего он отдыхает? Относительно айфона, который вы не хотите покупать. Такой смех. Саня, я не хочу покупать iPhone, что вместо него? Я говорю, вот, 100% шима. Ладно, не будем расстраивать себя. Надежда, это уже идите в основную группу и мучите народ. Да. В общем, выше 50 не надо юзать. До 50 шим норм. Вайпер, я думаю, что у них просто айфоны дешевле. Нет, у них айфоны не дешевле. Вы, наверное, просто в школу мало, в старшие классы ходили в России. У людей в основном тоже яблоки, яблоки, яблоки. Но не будем. 82, ой, сколько там? 72 или 82% Авито это айфона. Почему вы думаете? И почему ликвидность не падает? Нет, это не престижно, это удобно. Ну, то есть, если брать оболочку андроида любого, это намного сложнее. Ты садишься на один iPhone и все. И ты капитально на нем сидишь, просто меняешь модели. Она одинаковая. Когда ты прыгаешь с андроида на андроид, согласись, что это не одно и то же. Плюс покупательная способность. То есть яблоко купить здесь, наверное, проще, чем в России. Я думаю, понятно почему. Вообще где угодно. Ну, в общем, цена здесь такая же, как в России. Просто денег больше у людей.
Вот так, Громов, да. А к чему это все? К тому, что шим мы измерили, но мы не измерили максимальную яркость, кстати, пиковую. Регулировка и 5 секунд. Почему девушка не понравится? Света, вам понравится. Я подло видел ваши фотографии, вам понравится, но большинству девушкам не понравится. Большинству девушек. Потому что... Я не буду говорить почему. Или у нас в основном мужская аудитория. Меня потом женщины зарежут. Я не хочу. А потом сексистом будут называть, еще кем-то. Это очень тонкий лед. 1600 люксов, 1300. Ну, 1300 люксов норм. Кратко, потому что здесь симпатичных девушек очень много. Очень, безумное количество. Потому что все они приезжают в Паттайю. Кстати, как и молодых людей, иностранцев, очень много разных. Людей много, туристов. В основном туристы кто? Туристы те, кто много зарабатывают. Кто много зарабатывает, кто за собой следит. Если человек за собой следит, чаще всего он выглядит неплохо. То есть мораль простая. Понятно, что не все. Понятно, что разные курорты бывают. Сексист. Так High Orbit. Я даже не начал ничего говорить, ты уже меня сексистом назвал. Я говорю, тонкий лед. Ну вот, да, сексизм. Нет, я не сексист. Я не хочу по поводу этого как раз поэтому говорить. Потому что не хочу быть сексистом. Какой смарт считается лучшим из месяца? Нол, посмотри, пожалуйста, топ-10 флагманов на канале. В основном все с айфонами на компьютере на винде, да? Да. У меня вот Mac лежит, и я могу иногда на нем помонтировать, но очень редко. Ну, потому что Маки это про работу все-таки. Ну, упреждение. Окей. Света однозначно. Однозначно. Но вам здесь будет комфортно. Вам здесь будет комфортно. Но комфортно здесь будет не всем, прямо скажем. Не-не-не, Серджиус, давайте не будем без этого, меня потом закроют за ваши шутки. Я за традиционные отношения, без сарказма, кстати. Но понимаю всех. И это плохо, потому что если... Но не поддерживаю нетрадиционное. Я не знаю, как правильно сказать, чтобы на меня никто... в общем, у меня нет мнения, во. Спокойной ночи, Дима Вайпер. У меня тоже 2... Какой у меня 2? Да, у меня 2,48, как у тебя. Спасибо, что зашел. Приятно всегда тебя видеть. Все будет отлично. Вообще не беспокойся. Миллионники никогда ни от чего не пострадают. Так, 60 FPS нельзя выставить, высокое нельзя, очень высокое нельзя, но можно резкость изображения поставить. Опа. Тени отключим. И высокую не будем ставить, потому что ему и так будет плохо. Запоминаем процент. — 91. И секундомер, да? Мы потеряли Вайпера, все. У Димаса по-любому, как и у любого блогера, сейчас депрессия, поверьте мне, в определенном смысле. Так не просто ты вот не пришей, вот просто делаешь и делаешь что-то. А потом люди приходят такие, нет, нам нужны деньги, поэтому, в общем, ты это делать не будешь. И ты такой, что? Так, высокий, ультра, игровой режим Pro. Понеслась. Игровой режим Pro. Здесь чего плюс? Инструменты не нужны нам. Hyperboost. Состояние системы выставим. Все. Еще раз.
Сколько у нас процентов? 91 понеслась. Уже фризы пошли. У меня были собаки, но уже их, ну, это когда я был юным. А сейчас нет на это времени. Ну, домашние животные это как дети, давайте будем честны. То есть ты не можешь завести их и быть бы при этом блогером. Сколько девушек, Антон? Я не понял. У кого сколько девушек? Да, Дмитрий. Не, ну я в Китае не был. Просто ну, здесь очень много китайцев. И очень, ну, очень бешеное количество просто этих, как их называют, туристов из Китая. Вообще ни одного Huawei не видел. Вообще, ноль. Я не знаю, ну, говорю, но кто-то там говорил же, что им раздают их. Я, в принципе, верю. Вестмаш. Где Вестмаш? Не понял ничего. Во, все. Привет, Валенс. Всем привет. Огромное спасибо, что дошли. У Вилса наверняка еще больше депрессии. Вилсе вообще все равно. Он правильно говорит, чтобы списывать деньги, к нему приходят за рекламой, и также будут приходить за рекламой, он также будет покупать просмотры у индусов, и все. И никаких проблем у него не будет, поверьте мне. Потому что у тебя больше некому идти. В хорошем смысле, наверное. Так, подождите, Вестмарша или где вообще эти... Я уже не помню. Тач, конечно, вообще никакой. Вообще никакой. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось, как говорится. У меня нет половинки. Все фигурки покупаю я сам для подсъема. У меня есть бывшая супруга и 2 детей. Мне хватает. Все. Все. Саня, а есть вариант выкладывать видео в телегу? Сергей, нет. Видео в среднем весит 11 гигабайт, телега может съесть 4. Все. Ну, то есть, как бы, какие варианты? Ну, это изврат. Вы будете качать 4 гигабайта кусками для того, чтобы что? Посмотреть обзор на наушники? Ну, это бред. То есть, до такой степени лень установить 3 буквы. Я, когда был в Японии, я напомню, что я умирал. Я 48 часов спал, потому что безумно болело. Потом у меня были отходники. Поэтому, сори, я в следующий раз полечу. В следующий раз дадут визу на 3 года. И все будет. Хорошо? Не забываем прожать лайк. Ты окончательно запутал. Нет, Надежда, я как раз максимально откровенно и прямо говорю, что стоит приобрести, по моему мнению. Вы просто хотите, чтобы появилось что-то, чего не существует в природе, и что удовлетворило вашим потребностям. Притом не создало вам никаких финансовых либо моральных проблем. Такого нет. И не будет никогда. На то маркетинг и существует. Да, Сергей, вот так оно и работает. Одно видео 11-12 гигабайт. Джордж, вы спросите у моих админов. Хорошо? Все, кто хочет узнать про 3 буквы, пишите культурно моим администраторам, они вам помогут, какие лучше платные. Вот. Только в личку. Это нельзя не рекламировать. Во-первых, я в принципе не рекламировал никогда. Вообще я программы никакие не рекламировал, по-моему. Не по-моему, а вообще никогда. И не хочу. И банки, еще много чего. Но, чувствую, банки придется рекламу брать. Такими-то темпами. Чтобы тратиться на адвокатов. Потому что такой смех. Мне 40 лет, и я думаю о том, какие у меня проблемы будут от того, что я делаю обзоры на наушники на Ютьюбе. Ну, это вообще бред какой-то. Просто. Часы, наушники, телефоны. Вот я просто какая-то
Деструктивная личность. И топы делаю. Жесть, жесть. Куда катится мир? Я уверен, что все это купил Huawei. Чтобы у них про Android 12 никто не рассказывал. Я не знаю. Ничего не думаю. Не пользовался. Абуалинбек. Я очень сомневаюсь, что у меня может быть фанат, потому что я все-таки техноблогер. Это просто чувак, который проверяет характеристики. Я напомню вам, если что. И никем большим я быть не хочу. И не хотел. Я техноблогером-то с лицом не особо хотел быть. Просто канал бы не рос, если бы я лицо свое не показал. Топ телефонов по автономности. Напишите, может быть. Но сначала топ по камерам я сделаю. По автономности, видите, все просто. Он будет по PC-марку. Вот. То есть, и тут не совсем честно будет. Почему? Потому что я все тестирую на максимальной яркости и максимальной герцовке. И получится, что у вас какой-нибудь там смарт убогий с минимальным разрешением. Он был лучше. Чисто потому, что он имеет меньшее разрешение и меньшую яркость. Понимаете? Нет, все айфоны снимают на основной модуль, по мне плюс-минус одинаковые. Для того, чтобы делать контент на YouTube, вам хватит этого за глаза и за уши. Realme 320 Вт зарядку сделал, отлично. Главное, чтобы ничего от этого не крякнулось. Я только за. Я видел эту рекламу. Виктор, я не буду делать отдельно топ по фронтальному видео. Там будет сумма. И я пока не знаю, как это сделать, потому что я не знаю, ну, может, потому что я токсик. Я, короче, набираю прям безумное количество людей, которые меня по комментам прям ненавидят. Я вроде просто делаю обзоры на технику, а народ не согласен, приходит и переходит на личности. Но я не привык, я даже за 7 лет это не привык. Вот не привык, я вам клянусь. То есть там чего только не желают. И еще уйти, говорю, это как с фото. То есть наделать постановочных фото, чтобы кто-то выиграл, а потом сделать а-ля слепое голосование без исходников, на которое нагнать еще хуавеевских фанатов, и все. Много чего можно сделать. Короче, видео будет субъективным про видеосъемку. А про фронталку я там тоже расскажу. Про автономность я подумаю. Может быть, еще какие-то топы будут. Но, в принципе, у меня есть комплексные топы по стоимости. Мне кажется, что это разумнее всего. Да, засланцы из Huawei нет, не хейтят. 12 Android лучше 14, 15 и 16. Вообще Huawei не на андроиде. Точнее, на андроиде, но это не важно. Вы должны думать, что он не на андроиде, чтобы его купить. Чтобы думать, что вы в безопасности. Но вы не в безопасности. Huawei на андроидах. Просто на очень старых. Philips Xenium, да, я помню. Очень жаль, что стрим поздно запущен был. Не могу дольше сидеть, поэтому всем добра. И вам добра. Огромное спасибо, что дошли. Было приятно с вами пообщаться. Тач не фонтан, но терпимо. Смарт вообще не греется никак. И, в принципе, снимает все довольно неплохо. Но фриза, конечно, лютая, опять же, учитывая разрешение. С другой стороны, просто вопрос цены. Ну, это как Poco M6 Pro. Вот примерно так. Сколько Poco M6 Pro на сейлах? 13 кусков. Вот какого лешего этот должен стоить дороже 15? Вы понимаете, да, в чем идея? Потому что зарядка быстрее, потому что экран лучше, потому что операционка от OnePlus. Ну да, но не настолько. Но я не говорю, у меня очень специфичное все время отношение к бюджетникам от Паласов. Надежда, вам тоже лайк. Насколько в плюс? Я выхожу в ноль уже последнее время, прям в лютейший минус с продажи смартфонов. У меня просто список того, что ничего не продано. И
Никаких плюсов там уже нету. Все. Уже в плюс не выхожу вообще ни в чем. Я там выкладывал ноутбуки. У меня Дима продает в моей личной телеге. Он также еще телефоны. Я ему уже 10 штук послал. И у него еще 6 есть. Продает. Можете к нему обратиться и спросить. И потом оценить по сравнению с Али, насколько там дешевле. Потому что надо хоть как-то их продать. Даша, а вы зачем хотите в Таиланд именно? Почему не в Японию, в ту же, в которую виза бесплатна, кстати? И которая всегда женщинам очень интересна, кстати, тоже. Вернуться в портал. А почему вернуться? Прямо и налево пойдем. Пенсия, нол. Пенсия и сдача объектов недвижимости, которые в жизни купил. И еще много всяких штук, о которых я вам точно не расскажу, но вас это не трогает. Я говорю, меня вообще умиляют все, кто по поводу Тьюба. Мне Тьюб в минус, ну, половина в году, половина месяца в году, Тьюб для меня это просто очумевший минус. И говорят, YouTube завалится, все, хана вам. Какое? Я говорю, почти все мои знакомые блогеры не выводили вообще монетизацию уже давным-давно. И реклама, ну, она у тебя там 2 раза в месяц, повторяюсь, я с рекламы не беру ни копейки. То есть она у меня очень дорогая, но лично мне капает 0 с нее. Но не делать ее глупо. Потому что, может быть, когда-нибудь она мне и будет капать. Так, а что у меня такое зависало? Почему все так это интересует всех? У меня нет квартиры, машины, дорогих часов и чего еще нет. И снимать здесь жилье в 3 раза дешевле, чем в Москве. Все. Нол. Так что любой более-менее популярный стример зарабатывает именно в сети в раз 20 больше, чем я. Вот у них лучше спрашивать, как они мутят. И в основном они за счет слотов мутят. О, ёшки. Я думал, что мы просто закончим. Смотрите, 30 FPS держит, в принципе. Софта, софт для камеры, вы понимаете, это будет тоже лицемерием. Почему? Потому что я пользуюсь стоковой камерой айфона. Да, я могу вам рассказать про Blackmagic камеру, про то, что у Соньки можно, ну, вот, допустим, на Mark 5 была тема с этой камерой, третьей профессиональной, очуменная. Раньше я снимал делал, по-моему, даже гайд. У меня идея, кстати, с Игорем оператором сделать а-ля мини-курсы потом. Если все будет у него плохо, не у меня. Вот он будет вести курсы, как снимать ролики. Но мы сначала их поднимем чуть-чуть по качеству. А потом как снимать на айфоны. Почему? Или на смартфоны. Потому что 1500 обзоров уже снято. И если вы обратите внимание все-таки на контент, кто-то скажет, что все шлак и убого, а кто-то увидит большую разницу за это время. Что я скажу про Vivo Z, может iQOO Z9 Turbo, обзор на который можно увидеть на канале Польза.нет. Надеюсь, вам тоже топ поможет определиться с телефоном. Но именно с телефоном он вам не поможет определиться. Он поможет вам определиться с тем, может быть, что необходимо для съемки купить. А это чуть-чуть другая история. Я что-то не понял. Я победил этого типа или нет? Да, победил. Все. Почему-то не разобрать ничего. Еще зеленое. Так забавно, когда народ приходит на стримы и понятия не имеет, что у меня есть канал основной Польза.нет. Там есть обзоры на все айкушки почти. Кроме 9 Pro Plus и 9 Pro S9 Pro. Потому что мне их не прислали. Я их уже 3 раза покупал. Но в итоге одни послали из них. Но только одни. Так, пошли мы к распознавателю. Не надо. Не хочу.
в топку. Магомедов, а когда ты его купил? Надеюсь, давно. Потому что сейчас, еще раз повторяюсь, лучше ждать Neo 10, что они сделают. Потому что Neo 8 от Neo 9 по стоимости практически не отличался. И, скорее всего, также не будет отличаться Neo 10. Кому еще что интересно? У меня сейчас 3 часа ночи, допустим. Я думаю, еще 20 минут в PUBG New State и все. Тач не очень. Тач мне не нравится. Не нравится. Не суперский, неплохой он. Но... И перекос по стерео очень серьезный. Такой, если он вообще есть. Да. Нет, он будет актуальный топ до 20 тысяч будет через дня 3-4. Хорошо? Будете смотреть? Он будет странный, сразу предупреждаю. Прям очень странный. Хейта будет много. Еще больше хейта будет, когда будет тот по камерам. Мне интересен портативный монитор. А почему планшет просто не купить? Иногда читаю, как пользы нет. Да, в этом и смысл. Чтобы еще были хейтерские комментарии, как кто-то приходит. Да, по-настоящему никакой пользы. Но с другой стороны, рассчитано это на людей, которые винда, помните? Windows NT. Ну и вообще нет, это сеть. Потом можно и в Японию. Да, ну просто в Японию еще и без визы. Безвизовый режим. Стае по поводу отдыха просто нужно четко понимать, чего ты хочешь от Таиланда. Здесь всегда безумно жарко. Безумно просто. Бездушно жарко. Здесь не дешево. Курс 2,6, и вы в роликах можете увидеть цены. Здесь по продуктам, ну вот я ем просто мало, мне все равно. А так продукты дорогие. Сервиса здесь никакого. Почему? Потому что Сабай. Кто знает, что такое Сабай? Но я уже привык. Но они все френдли. Я говорю, мне очень нравится, что полная безличность. То есть я здесь не знает, никто не знает. Все фаланы белые, для них одинаковые. И это и правда страна улыбок. И они и правда светлые. То есть да, у них свои там, как дети у многих, приколы. Но достаточно сказать, что за 2 года у меня ни одного гоп-стопа не было. Никто не воровал, никто не пытался драться. Вообще прям уникальное время какое-то, безумно. Топ-10 флагманов есть на канале. Сергей. Но полтинник это S24 на снапе. Тяжело найти, правда. Или Xiaomi 14 Global. Тоже тяжело найти, но можно. Мог бы посоветовать оба какой-нибудь, но лучше глобалку брать и все. Я ем всегда нудлс и пад-тай. Что это такое? Это лапша и лапша. Все. Потому что самая дешевая тема. Это как я в России все время жареную картошку ел. Вот так же я ем здесь одно и то же. И да, с меня чумеют не только местные азиаты, но и русские, что я ем все время одно и... Ну, мне просто. Я купил, получается, за 260 рублей 2 блюда, и мне его на день. И можно у компа быстро поесть, и все. Так, 91 был, осталось 87. То есть 12% в час. Сейчас я его победю. Священный сундук название-то какие. Так. 87, 4%. OnePlus. 12% в час.
Спрашивайте, кому что интересно. В Тае это отдельное удовольствие. Ананасы, можно попасть на них. И, во-первых. Во-вторых, много их есть тоже нельзя. Я говорю, и с фруктами это ж просто сахар. Ты на них раскабанеешь, плюс там это кислота. Все хорошо, что в меру. Когда ты приезжаешь на юг на 3 недели, это одна история. Жесть, когда некоторые один и тот же рис едят. Ну, рис тоже как бы такая себе история. Потому что хочется его использовать как доп-монитор или как основной на даче. Бук неохота. Можно купить ультрабук. Вот я, кстати, на LG сделаю мини-обзор. Купил LG ноутбук в подарок. И шорт сделаю. Он вообще очуменный. 900 грамм. 900 граммов. Он не настоящий, а ледовский. Но яркость всего 380 люксов. Вот. Эридар, огромное спасибо, что смотрите. Не забывайте прожать лайк, все, кто пришел. Вам ничего не стоит, мне безумно приятно. Сергей, все будем в одном месте. Я думаю, вы знаете в каком, и особо париться по этому поводу. Клетчатка, еще что-то. Бургеры я ем, суши я ем. Все я ем. Но 5 секунд. Графика 90 FPS. О, 90 FPS можно выставить. Все, отлично. Так и оставим. Так, а где игровой режим? Как там его достают здесь? Вот. Состояние системы. Все. Ваш скуф на связи. Интересно, я могу себя скуфом называть? Или это не мейнстрим сейчас? Слоули, вам спасибо, что смотрите. Замена айфона, это все будет боль за 50 штук. Вешу 117 килограмм, толстею от воздуха. Сергей, я вам расскажу страшную тайну, но большинству людям это не нравится. Если ты все время в стрессе, то ты не можешь... Ну, хотя стресс, окей, у всех по-разному на людей влияет стресс. Но вот на меня стресс влияет так, что я не набираю вообще. Так, стоп, у меня уже аккаунт плохо. Да, он погиб смертью храброго. 5 секунд. Есть у меня еще одна банка? Нет, нету. Сейчас умрет одна из камер. Может быть, мне кажется, у меня получится сейчас ее реанимировать. 5 секунд. Короче, лишний вес это очень плохо, потому что, ну, я думаю, вы прекрасно понимаете, сердце, износ всего организма, суставы, вы заморочитесь прям капитально. В чем причина? Гормоны, не гормоны. Это очень опасная история. Вот. Может быть, я и не прав, потому что понятно, что вы заморачиваетесь сами. Так, процессор может изнашиваться? Конечно, да. Вот это, говорю, физику никто не отменял. У вас, допустим, смотрите, у вас комп. Что вы там меняете? Термопасту в видеокарте? Термопасту на процессоре? Вы что-то меняете на смартфоне? А смарт греется? Ну, я думаю, вы догадываетесь, о чем я говорю. Так. О, яркость бросил, прикиньте, в Диабло. Подлец. Игровой режим и блокировка ориентации. Вот блокировка яркости я не вижу. Во, блок яркости есть. Все. О, ничего себе, он завис уже. Он завис. Прикиньте. Он завис реально. Он завис. О, все. Ну это он... Будем считать, что прогружался. Так, запомнили процент? 85. Эндокринологов был, а Зеппик не пошел. Побочки, слабость. Ладно, не будем об этом. Сейчас донатик закину. Сергей, да можете не закидывать. Огромное спасибо, что вы пришли. Повторяю, что... Я не знаю, что такое азетик. Аземпик. Ух ты, ёшки. Это прям вообще нехорошо. Не надо ничего подобного.
Вообще обычно все элементарно. Это типа стресс и все. У меня все крепыши, вся родня огромная. Но они расслаблялись в каком-то возрасте все. А я все еще не расслабляюсь. Так что просто не расслабляйтесь. Да нет, просто он дешевый. Чего от него хотите? Да, или опять брак. Даже да любая фарма это плохо, я считаю. В разговоре о скуфа дете. Ох ты, ёшки, а почему так быстро-то? Это вот чисто типы дропнулись, да? Там, где не надо было дропаться. Сейчас вот за мной побежит. 5 секунд, сори. Опа. -1. Да, FPS уже 60. Вообще не про игры. Да что ж такое, я был так близок. А я был так близок к тому, чтобы... Не-не-не-не-не, худеть надо исключительно голодание, спорт и стресс. Если организм не сломается, похудеешь. От болезни худеешь. Хотя ничего хорошего я не посоветую. Рацион, у всех свой нормальный вес. Люди разные бывают. Вот. Поко F3 хожу с Redmi Note. Ну, Артем, ничто не вечно под луной. Когда Intel будет восстанавливаться после... Понятия не имею. Вообще не моя тема. Чему я несказанно рад. Как телефон обслуживать? Никак. Никак. Вот просто никак. Ты его разберешь, чтобы термопасту поменять на процессоре. Там вообще есть термопаста? По-моему, есть, кстати. Или нету. Все по-любому постепенно приходит в негодность. Сопромат. Так, понеслась. По-любому сюда сейчас дропнется чертова туча народа. Кого завалит. О, Фриза. Ну, не игровая тема, чего от него хотеть. Но тач не отваливается прям капитально. Он неприятно работает, но отваливаться не отваливается. Сторонние прошивки. Сергей, спасибо. Я вообще ноль в прошивках сторонних. Я вам слово даю. Охота поиграться, почему нет? Уверена, что не окирпичите, конечно, можно купить. Ой, не купить, а поустанавливать. Но если окирпичите, это будет прям совсем печально. Я думаю, что вы согласны. А зачем вам возвращаться со своим
Смартфоном так. Давайте я донейшн открою, а то, может, кто-то и правда чего-то кинул, а я подло молчу. Заметьте, плюс мне очередной в карму. Про донаты я 1,5 часа и не вспоминал. И минус одновременно. Потому что кто-то, может, закинул, а я подло не среагировал. Это тоже нехорошо. Так, здесь не заходит. Окей, через другой браузер. Он периодически у меня почему-то не заходит. Я поэтому не особо люблю его открывать. Надо перед стримом открывать, пытаться где-то. Опа. Бота. Так. 5 секунд. Мне, по-моему, Илюха распаковка рассказывал, что это нехорошая тема. Мне не заходит. Короче, спасибо огромное за донат, кто закинул. Можете повторить здесь вопрос, я вам и так отвечу. При 100 человеках в онлайне реально отвечать всем. Будут ли смартфоны разборными после 27-го? Может быть, когда ЕС там начнет их прессовать. Что мы жарим? Мы жарим OnePlus Nord 4 CE Lite. Понятно, Серж. Артем нет. Может и да, не знаю, наверное, нет. Я не думаю о таких вещах, вы понимаете, вы, наверное, юные еще и верите в сказки какие-то. Я все время думаю о том, что окей, вот, допустим, люди, которые получают, им свалилось наследство или... Ну, наследство, ладно, они умеют пользоваться этими деньгами. А те, кто, допустим, выигрывают в лотерею, я очень рад, что моя жизнь сложилась так, что более-менее что-то у меня есть именно в зрелом возрасте. Потому что если бы это было все в двадцатник, я очень часто повторяю, я бы не вывез. То есть, ну, я бы совершил очень много глупых поступков, и до 40, 99% я бы не дополз. Во всяком случае, здоровый это 100%. Потому что все мои знакомые, у кого фартило им в 20-ку, в 25, все очень плохо закончилось. А вот кто постепенно полз и чего-то срасталось, у них получалось все намного лучше. Смартфон нуб. Еще раз, мне 40 лет. Я 20 лет работал, много инвестировал в разные штуки, много покупал недвижимости, жилой и нежилой. И YouTube очень много времени был моим хобби в первую очередь для эго. И, в принципе, таким и остался. То есть, ну, я вот считаю, что я приношу пользу. Вы можете с этим согласиться, не согласиться. И это не та жизнь, которую хотят, вот, опять же, молодые люди, может, хотеть. Вайпер ушел, но вы бы не вывезли, я бы его жизнь не вывез. Там, не знаю, Илюха ушел, может, не ушел. Вы бы его жизнь не все вывезли. Делать одно и то же в таких объемах много лет, без видимого эффекта от того, что у тебя подписчиков больше становится или просмотров, ну вот у меня их и не становится больше. Да, какие-то у тебя там есть отсечки, 100 тысяч, там, не знаю, 500 тысяч следующая отсечка. Так вы понимаете, вот, допустим, я хочу 500 тысяч подписчиков, мне до этого год, а потом 1 миллион, и это еще 15 лет. Если вы молодые люди, для вас это просто космические какие-то цифры. А опять же, это нужно не выпасть из обоймы за это время, не потерять желание делать эти обзоры, и все. А так, никто
никому деньги просто так не дает. Я не верю. Ну, там он тип бежал. У меня немного денег. Просто хватает. И все. Ну, я говорю, во времена золотые, допустим, ну, на меня даже не влияло особенно. Я когда монетизацию подключил, у меня была на 7 кусков зелени. Я вам слово даю, мне от нее ни тепло, ни холодно было. То есть вот такие у меня были сторонние доходы. Я ее не выводил там, по-моему, полгода. Я даже было время, по-моему, 3 или 4 месяца не выводил, а потом не туда вывел. И такой, ну ладно. Просто здесь все зависит от того, как ты к чему относишься и что тебе надо. Я говорю, у меня в жизни машины не было. Я вообще не понимаю людей, которые там реально копят полжизни, чтобы купить за эти там 3 миллиона хату. Ну, не хату, понятно, а вот машину это просто жесть. 3 миллиона рублей. 4, кто-то за 10 покупает, кто-то за 20, за 50. Сколько лет можно жить на это? Сколько можно смартфонов купить на 3 миллиона? 30 флагманов, а скорее даже 40. Сколько это контента? Это минимум 120 роликов. А если еще потом продать и новое купить? О, Илюха, да. Илюха еще и работает параллельно. И говорю, это кажется, что все по фану. Я не знаю, где... Вот мы друг на друга смотрим, может, кто-то не думает. Вот я реально думаю, как народ не выгорает. Одно дело, когда ты хайповый тип, понимаете, вот эти вот люди, которые там сотни миллионов просмотров набирают, и они такие, там, своя компания, гольф-клубы, какие-то проекты от телевидения. А техноблогеры, они ж просто копают. То есть просто копают. И у нас больше аудитории не будет. Это не та тема, в которой у тебя там 500 тысяч миллионов человек будет. Это ты сознать... Ух ты, ешки. Правду говорю, видите, снесли меня. Вот. Ты сознательно в том контенте, который никогда не будет популярным, с одной стороны. С другой стороны, тебя от него прет. Но одно дело копаться в смартфоне, а другое дело делать обзор. И нужно делиться какими-то эмоциями. И на тебя же влияет жизнь. Люди рядом, новости. И дело даже не в маске какой-то, а дело в том, что вот именно переключиться и делать то же самое, это ну, непросто. Я вам говорю, как человек, который 20 лет служил, 19 лет и 8 месяцев. Когда ты по кругу делаешь. И в среднем у меня первые, наверное, лет 12 службы было 10 нарядов плюс. Это потом нам стало легче, там уже по 6, по 7, по 8. Я когда на космодром приехал, там было 6, я такой, да ладно, так можно было жить. А те, кто ходит в наряды, те понимают, что 16 дней, ой, 6 нарядов, это 12 суток в минус. Так это кайф. А вот когда у тебя 22 дня минус, КШТ, КШМТ, еще боевые, пуски, еще что-то. Короче, без разницы, в какой, в мирное, ну, в другое время я не работал. Вот в мирное время тоже тяжело. Узловики те вообще жили просто на узлах всегда. Вот. Но это несравнимо с контент-мейкингом, потому что здесь тебе надо в той или иной форме всегда креативить. И у тебя всегда есть, ну, у меня точно всегда синдром самозванца. Из разряда я это делаю плохо, неинтересно. И вот, видите, опять завис. Рефлексия – это нормально. Так что все эти вопросы по поводу, может, из-за NFC, кстати. Денег. Вопрос, сколько вам надо. Я вот живу в однушке, снимаю однушку. У меня вокруг одни железки, и так уже 2 года. До этого жил вообще в общаге, в мирном, 3 года. Тут все зависит от того, сколько тебе надо. Если надо много, то тогда на смартфоне у тебя не будет денег. А если надо мало, все будет. В конце концов, всегда можно брать у магазинов. И я это все еще рассматриваю, что брать у магазинов, которые будут тебе давать с возвратом, и все. И норм. И будешь обозревать. Но пока, видите, мой контент возможен вот так, в такой парадигме. И по мне это тоже интересно и весело. Когда я ною, что это не продано, это сломано, это поцарапано.
В Германии в Тесле прикольно. А вот то, что сократили, сочувствую, Сергей. А что там рядом нет вообще ничего, ни фордов, ничего подобного. Серж, я очень рад. Я не рад, что вы переходите с Huawei, но рад, что если этот смартфон для ваших друзей вас лучше, то mission accomplished. Кому-то канал был полезен, это хорошо. Так что я уверен, что Илюха тоже рефлексирует, как и все, хотя он миллионник. И дело не в выгорании, дело, говорю, в том, что просто можно устать, и это тоже определенного, ну, это творческая деятельность. Что бы вы ни говорили, развлекать людей, это все тоже творчество. Сделать так, чтобы человеку было интересно. Еще и в таком контенте. Или наоборот, там, минимальное время он потратил, как у меня там первоначальный контент был по 3 минуты. Сейчас уже аналитикой закидываю. Что хочется чем-то поделиться про смартфон, который гонял. Какие-то там истории, еще что-то. Но это накопилось, опять же, за сколько лет блогинга. Даже придумать идею. Вы прикиньте, вот, допустим, Илюха там, сколько у него обзоров? 20. Я каждый день. Просто каждый день железка. Даже если бы у вас была возможность просто выбирать каждый день железку. Вы думаете, это не ушатывает покупать эти же? Даже вот, даже не покупать вы у магазина берете. Вы прикиньте, каждый день. Я очень люблю приобретать, то есть я шопоголик. Но рано или... Меня это уже ушатало капитально уже очень давно. И это не нытье. Это так, опять же, любая деятельность, она однообразная. Очень часто. Я вообще не понимаю, кстати, как стримеры живут. Вот они прям вообще тяжко, мне так кажется. Там Купелов, по-моему, или кто. Ну, это вообще какая-то жесть. То есть ты постоянно из себя должен вытягивать эмоции. Мат, не мат, там могу оценивать плохо или нет. Когда узнают, что ипотека на 30 лет, не верят поначалу. Всем кажется, что блогеры, значит, миллионы, виллы и Мерседес. Ну, блогеры разные бывают. И да, один раз свою 5-ю точку продаж, и можно купить будет и виллу, и Мерседес. Но как раз, наверное, поэтому у тебя и миллион подписчиков, потому что ты еще не купил виллу и Мерседес. Хотя есть те блогеры, у которых есть и Мерседесы, и виллы. Потому что они вовремя продали 5-ю точку. Но они обычно постепенно сокращаются. Так, стоп, а где тут? У каждого свое. Да что ж такое, где же они все? Вижу следы, но все мучают меня. От Huawei, наверное. Huawei показывает, у меня есть NFC, у меня есть NFC. Так, все, 20 минут отработали. Было 85, стало 80. Ну что, играть можно. 10% в час в PUBG. $60 FPS. Нет, ну да. Да. Но опять же у каждого свое. Кто-то, говорю, вот, допустим, у меня не было периода, чтобы я выстреливал. И я по поводу этого особо не рефлексирую. То есть не выстрелил, да и ладно. Меня полностью устраивает мой канал. Огромное спасибо, что приходите. Зато у нас уникальные тусовки. Уникальные. Так часто никто не собирается. Никто и нигде. Особенно по поводу железок. Да, мы 20 минут в PUBG уже играли. Вот так вот время быстро пролетело. 3:30 ночи. ЦМФовский, видите, смарт. Никак не могу. Я вообще ничего не могу уже продать. Но спасибо, 2 подписчика купило ноутбуки. На одном потерял 11 тысяч, на другом 17. Но главное ушли. У меня там сколько?
Их 5 было у Димана. Повторяюсь, в личной телеге скидывал. Ну, там у него 3 осталось. Как iQOO Z9X по автономности? Паша, вы можете посмотреть обзор. Там IPS-ный экран. Как он по автономности? У нас еще и прожарка его была, кстати. Так что я могу сказать про OnePlus? С самого начала я и говорил, у них просто больная цена. Я понятия не имею, как. Вот я сейчас вам покажу просто, что вы можете посмотреть цену, по-моему, 20-ник. И ты такой берешь такой, открываешь видео, и такой, я не понял. Нет, серьезно? То есть даже 1080p 60 FPS нету. Да, есть мини-джек, да, там... Нет, звук у него, кстати, как... Хотя стерео, он вообще перекошен. В общем, непонятное нечто за какие-то безумные деньги. И, наверное, поэтому CMF и лежит. Потому что за эти безумные деньги лучше CMF. А это те же тапки, только в профиль. Тот же BBK, тот же Carl Pay, тот же OnePlus. Нет, я не говорю, что тяжко. Я безумно рад и счастлив, что у меня есть вы. Что мы общаемся. Стримы, повторяюсь, это абсолютно бесполезная тема. Но очень классно эмоционально. То есть меня это прям безумно заряжает. Нет, Максим, тут нужно свое желание еще этим заниматься. Начальник над тобой не стоит, как у меня на работе с видео. Сам себе начальник, сам себе организатор, оператор, монтажер, бухгалтер. Да, и помимо этого еще чертова туча хейта, если ты читаешь комментарии. Помимо этого безумная конкуренция. Но что попробуй на YouTube выстрелить. Помимо этого тебе всегда будет казаться, что ты делаешь круто, а по-настоящему чаще всего ты делаешь убого в сравнении с кем-то. Потому что у кого-то там реально команда там из 18 человек. Я смотрю, некоторые блогеры, у них там в команде 30. Он написал там, потом удалил. 30 человек у тебя в команде. Ну это прям овер дофига. Большинство техноблогеров, кого я знаю, работают вдвоем или один. То есть, допустим, либо супруга и муж, либо супруга и муж. Либо вот там я, допустим, с Игорем работаю. Но до Игоря у меня было 300 тысяч подписчиков, когда мы стали с ним сотрудничать. Сейчас уже совместно, но уже 470 тысяч. Без него я бы на такой уровень, что по 1,5 часа обзора на смартфон я бы не делал. Я просто бы не вывез. Потому что когда ты все это снимаешь, самому же монтировать в таких объемах, при том каждый день, это просто жесть. Вот. Это не нытье, это к тому, что я понимаю, что для супер больших проектов с супер большим качеством нужна огромная команда. Вот, и это длинный путь. Вы понимаете, допустим, я там, полгода луплю обзоры на смартфоны, потом делаю топ, как-то подытоживаю, и понятно, что я потом огребаю. И еще раз, кто вот досидел, 117 человек, мне писало просто бешеное количество людей и брендов, чтобы я делал на них топы. Ну, типа, место в топе. Ни разу я не продавал. Ни разу. И очень часто из-за того, что они писали, они как раз... Единственное, да, они влияли на то, чтобы оттуда вылететь. Потому что я начинал более скрупулезно относиться к данному бренду, и он от этого страдал. Ну, то есть, если не чистые на руки бренды, согласитесь, это уже давно не пишут. Уже, наверное, года 2, но год 2 назад писали. И то хотели из своих железок. Сам себе не подмигнешь. Все понятно, дело нужное делаешь, за технологиями будущее. Юрий, но еще раз, хлеба и зрелищ. Вот мы, блогеры, даем вам зрелище. Вы выбираете, кого смотреть. Если мы каким-то образом вас отключаем от вот этой действительности, бытовухи, новостной какой-то вещи, новостных вещей, это ж хорошо. Это хорошо, потому что пресса, как говорят, вот на мужиков, на нас в России, почему такие высокие проценты, опять же, разводов? Посмотрите, у кого больше всего. Нет, не потому, что нужно переписать квартиру на супругу, а потому что мы должны все купить, все реализовать. Вот эти вот шутки в ТикТоке в основном же про как раз постсоветское пространство, что мужик должен 1 000 000 зарабатывать, а я вот должна его красиво... Опять же, это не сексизм. Это просто, я как бы смотрю много разного контента. И это все прессинг на нас. Ничего мы никому не должны. Должны быть счастливыми, довольными. И все. Но конкуренция на российском YouTube просто космос. Просто космос. Говорю, сравните технические обзоры просто по технике в Европе, Великобритании, у индусов или в США и наши. Ну, я вот с чистой совестью скажу, что мы их прям раскатываем. И аудитория у нас умнее.
очень часто, знаете, опять же, я уверен, что это продажный момент. Люди говорят, вот в Европе вообще на шим не обращают внимания, потому что им заливают бабла, и потому что люди не понимают ничего вообще. Они вообще ни на что не обращают внимания, им главное продать. Вот. А у нас конкуренция, у нас вот что там этот скажет, а что этот, а разница, ну, как бы, а информация. И это норм, это классно. То есть аудитория другая, это просто вы другие. Мы другие в плане того, чтобы разбираться. Вот. Так что завтра будет обзор на часы, потом на OnePlus. Я не знаю, как я Huawei буду гонять, но у меня, кстати, Xiaomi 70 Ultra прошел таможню. Тогда это, скорее всего, будет Poco F7 Pro. Смотрю канал, подписан с 2019 года. Роман, вам огромное спасибо, что смотрите. Юрий, за это у нас бан. Я вам пока бан не кидаю. Мы матом не ругаемся. У нас есть девушки, женщины и дети. И подростки. Всем огромное спасибо, что зашли. Надеюсь, как-то вас отвлек от будней и какой-то действительности. Хорошо там, где нас нет. Хорошо в той сфере, в которой ты не находишься. И во всем есть свои плюсы и минусы. Если будет интересно, спрашивайте. Постараюсь вам ответить. И про свои фейлы я с удовольствием рассказываю. То есть неудачи моей жизни было, я уверен, на 99%, что в раз 100 больше, чем у большинства из вас. Больше, чем я, не лажал никто ни в чем. Мне так, я даже уверен. Вот. И все. И это хорошо. Потому что это тоже жизненный опыт. А чувак, который 550 тысяч раз падал, мне кажется, это самый такой интересный тип. Расскажи, как ты еще ломался, да? Алекс, Джордж, Красава, Вадим, Максим, Алекс, Серж, Наталья. iQOO 12 Pro нет в топе, потому что он не топ, потому что нулевая ликвидность, и мне он внешне даже не нравится. У него еще очень много недостатков. Если я буду рассказывать про все 100 смартфонов, которые в топ не вошли, это будет как минимум странно. И не предъявляйте мне за iQOO. Больше для iQOO не сделал на русском YouTube никто. Вот никто, ни один блогер. Даже близко. Я обозревал все. Как только они появились, хотя их в помине нет в России, и ни одно существо с iQOO на меня никогда не выходило. И нет, не поэтому они не в топе, а потому что ликвидность 0. И это не флагман. Ну, для вас он может быть флагман. Виктор, Ирина, Снипсоул, Сергей, Даша, Дмитрий, Мистер Л. Всем огромное спасибо за стрим. Universal досидел. Тебе особое спасибо. И Света, и вам огромное спасибо. Алекс, Паша, всем добра. Все. В следующий раз увидимся. Что-то как-то блокировка не похожа, да? Нас много, и мы в тельняшках.